Африканская саванна — это место, где каждый день становится испытанием на выживание. Здесь нет привычного для человека комфорта, а жизнь каждого существа зависит от силы, осторожности и умения приспосабливаться. Среди бескрайних равнин, золотых трав и величественных хищников однажды появилась удивительная история, которая показала, насколько сильной может быть связь между человеком и диким животным. Главным героем этой истории стал немец Валентин Грюнер. Еще в детстве Валентин души не чаял в кошках. Его всегда восхищали их грация, независимость и особый характер. Пока другие дети мечтали об игрушках и приключениях, он мог часами наблюдать за животными, изучать их поведение и помогать тем, кто оказался в беде. Будучи юношей, Валентин уже начал заботиться о животных на своей родине. Тогда он еще не представлял, насколько далеко заведет его эта любовь. Для него это было не просто хобби, постепенно это стало настоящим предназначением. Однако со временем ему стало понятно, что его интересуют не только домашние питомцы. Его всегда привлекали большие представители семейства кошачьих, животные, которые живут по своим законам, в полной гармонии с дикой природой. Валентин решил отправиться в путешествие. Первым серьезным этапом его пути стала Канада. Там он работал на нескольких нефтяных месторождениях, пытался построить карьеру и привыкнуть к новой жизни. Но даже среди огромных промышленных объектов и суровых северных пейзажей он чувствовал, что чего-то не хватает. Его настоящая страсть была совсем в другом месте. Вскоре любовь к животным оказалась сильнее любых планов. Валентин отправился дальше, в Африку, где его ждала встреча, которая навсегда изменила его судьбу. Именно там он начал работать с большими кошками. Но теперь перед ним были не обычные домашние животные, а настоящие хищники, львы, которые являются одними из самых могущественных созданий на планете. В Африке Валентин познакомился с датчанином Миккелем Легартом. У двух мужчин оказалось много общего. Оба они испытывали глубокую любовь к природе и понимали, что диким животным нужна не просто защита, а настоящая помощь. Вместе они решили создать проект, который смог бы спасать животных и помогать им возвращаться в естественную среду обитания. Так появился Madisa Wildlife Project – волонтерская организация, посвященная сохранению африканской природы. Главной целью Валентина и Миккеля было не просто содержать животных в безопасности. Они хотели дать им шанс снова стать частью дикого мира. Они прекрасно понимали, настоящее спасение – это не сделать животное зависимым от человека, а помочь ему снова обрести свободу. Но вскоре произошло событие, которое стало одним из самых важных моментов в их жизни. Однажды неподалеку от станции мужчины заметили страшную картину. Стая львов напала на 3 маленьких львят. 2 детеныша погибли, а 3-я львица осталась одна среди суровой саванны. Она была слишком маленькой, чтобы выжить самостоятельно. Без защиты семьи, без еды и без опыта охоты у нее практически не было шансов. Маленький львенок постепенно слабел и мог погибнуть в любой момент. Но судьба распорядилась иначе. Рядом оказались Валентин и Миккель. Они понимали, что вмешиваться в жизнь дикого животного всегда сложно. Любое решение могло повлиять на ее будущее, но оставить беспомощное создание умирать они просто не смогли. Мужчины забрали львенка с собой и начали бороться за ее жизнь. Эту маленькую львицу назвали Сиргой. С первых дней Валентин и Миккель знали, Сирга должна однажды вернуться в дикую природу. Они спасли ее, но не хотели превращать ее в домашнего питомца. Именно поэтому они выбрали особый подход к воспитанию. Они старались ограничить контакт львицы с людьми. Сирга общалась только с Валентином и Миккелем, но даже они старались не занимать место настоящей львиной семьи. Это было необходимо для того, чтобы в будущем ее возвращение в природу прошло успешно. Маленькая львица постепенно росла и изучала окружающий мир. Она знакомилась с запахами саванны, училась передвигаться по открытым территориям и постепенно развивала природные инстинкты.
Вместо привычных игр у нее были настоящие уроки выживания. Она училась тому, что обычно передают детенышам взрослые львы. Серга тренировалась охотиться, преследовать добычу и понимать поведение других животных. Валентин и Микель лишь помогали ей, но никогда не пытались заменить собой природу. Именно это сделало их историю такой особенной. Они не просто спасли львицу, они дали ей возможность стать настоящим львом. Со временем маленький напуганный детеныш превратился в сильную молодую львицу. Она стала уверенной, самостоятельной и готовой к жизни среди своих сородичей. Самое удивительное было в том, что Серга сохранила связь с людьми, которые спасли ее, но при этом не потеряла свою истинную сущность. Она оставалась диким животным, живым символом того, что человек может вмешаться в судьбу природы не ради собственной выгоды, а ради помощи. История Серги показывает, что настоящая любовь к животным заключается не в желании навсегда оставить их рядом с собой. Иногда самая большая забота — это отпустить. Валентин и Микель сделали то, что удается далеко не каждому человеку. Они не просто спасли маленькую львицу от неминуемой смерти. Они создали для нее будущее, в котором она могла жить так, как было задумано самой природой. Среди бескрайних африканских просторов, среди других львов и под жарким солнцем саванны. Когда видишь кадры, где Серга спокойно находится рядом с людьми, которые когда-то подарили ей второй шанс, становится понятно. Между ними существует особая связь. Это уже не просто история спасения животного. Это история доверия, история терпения, история двух людей, которые посвятили свою жизнь тому, чтобы самые уязвимые создания получили возможность жить дальше. Серге очень повезло встретить Валентина и Миккеля. Они не только спасли ее жизнь, но и сделали все возможное, чтобы однажды она смогла вернуться туда, где ей было предназначено быть. В настоящую африканскую природу, в мир, где львы снова будут видеть в ней не спасенного человеком зверя, а полноценную часть своего великого мира. И, возможно, именно такие истории лучше всего напоминают нам о том, что человек и природа могут существовать вместе. Главное — не пытаться подчинить дикий мир себе, а научиться его понимать и защищать. Потому что иногда одно решение помочь может изменить чью-то судьбу навсегда. А для маленькой львицы Серги таким решением стали два человека, которые однажды просто не смогли пройти мимо.